Господи. Be careful. Все, ладно, выключай. Всем привет, друзья! С вами Наташа и канал «Замуж в Индию». Я хотела в самом начале, знаете, как-то эффектно, как-то феерично продемонстрировать вам нашу новую лестницу, но в итоге задумка моя не очень удалась, я чуть не свалилась. Да, можете нас поздравить, спасибо всем тем, кто за нас переживал. Все, как говорится, лед тронулся, начало положено, первый кирпичик. Парам довольный. Вот такая вот лестница у нас получилась. Пока что без ступенек, поэтому сложно было мне подниматься, сложно было спускаться. И ступеньки будут в самом конце, уже после того, как закончится полностью работа второго этажа. Каменные будут ступеньки. А пока вот совсем скоро поставим временные из досок ступеньки. Я обратила внимание, вот видите, Вигнеш, друг Артура, он сегодня так как-то по-особенному нарядился, такой вот стильный, необычный. И Парам сейчас расскажет, что это за стиль. What is his style? This is Raj Kapoor style. Говорит, это в 70-е годы так одевались. Но действительно прикольный такой. Посмотрите, какой симпатяшка. Я думаю, что многие из вас смотрят или смотрели старые индийские фильмы, и, возможно, вы кого-то действительно узнаете. Я прям, знаете, как музыку даже услышала из тех фильмов. Так, ну а сейчас самое интересное. Я давно не снимала такие видео. Сегодня я вам покажу настоящую Индию, красочную, яркую, с танцами, с песнями. В общем, Индию во всей красе. Бавин готов? Переоделся? Ну, классно. Привет! Как дела? Хорошо, спасибо, Бавин. Красивый, посмотрите, какой у него национальный наряд штата Гуджарат. Колоритный получился парень. Я первый раз его вижу в этом костюме. Бавин у нас родом из штата Гуджарат. И там вот носит, получается, такие вот костюмы. Для меня тоже? Ну хорошо, давай, примерю. Классно, да? So what girls wearing down? Jeans. Jeans? Получается, я неправильно нарядилась сегодня. Why you not say I have jeans, new Today jeans? is pink color. Да, я сегодня, кстати, не просто так нарядилась в малиновое розовое платье. Парам тоже у нас в ярких розовых шортах, тоже неспроста. Сегодня такой вот дресс-код по всей Индии. Единственное, кому так Артуру мы не нашли ничего розового. Не любит он этот цвет, считает, что это только для девочек. Вот. Ну а у Парама даже несколько розовых шорт, розовых футболок, но он решил только шорты сегодня. Главное, ну хоть что-то, чтобы было в этом цвете. Ну давайте теперь я. Now I'm. Сейчас в Индии проходит очень важный для индуистов фестиваль. Называется Дасара. Точнее, он уже заканчивается. Остались последние 2 денечка. И я решила снять для вас интересное видео. В каждом штате Индии Дасару отмечают по-разному. Вот как раз вот в штате Гуджарат, откуда Бавин, в эти 9 дней, да, 9 days, отмечают очень пышно, ярко. И каждый вечер все собираются, молодежь, девушки, парни, и танцуют. Не только молодежь, кстати, взрослые тоже, и танцуют танец под названием дандия. И вот сейчас Бавин меня научит танцевать этот танец. Кстати, мы живем в штате Махараштра. Это не Гуджарате, но тем не менее эту традицию мы приняли, ну мы, в смысле, жители этого штата, индуисты с удовольствием приняли эту традицию от соседнего штата. Ладно, давай, Бавин, я готова. I'm ready. No, good. Continue. Perfect. Left. Включав камера. Сейчас я еще Right. порепетирую, потому что We пока show не you очень next. получается. Я говорю, давай, Парам, давай покажи ты. Он говорит, танцы это не мое. Ну давай, посмотрим. Right. Ну давай, начинай. Еще стесняется немножко. Говорит, в Карнатаке по-другому отмечать. Но зато в Карнатаке сейчас каникулы. У нас, слава богу, каникул нет. А здесь, как мы видим, работа кипит. Так что, друзья, Индия – это не только фестивали и праздники. Люди успевают и работать, и отдыхать. Ужас, какой он крупный. Сейчас поближе рискну и подойду. Какой огромный бык.
бычара. Какие у него рога. Ужас. Если вот так вот, было такое, когда Артура ходила забирать со школы, иногда встречались мне такие вот попутчики. Очень страшно в такие моменты. Либо змея, либо обезьяны, либо вот такие вот быки. Так, ну что, Бавин, you come in with us for competition? Сейчас? Нет? Come. Бавин говорит, я только вечером на танцы приду. А мы сейчас спешим на конкурс, ежегодный конкурс. Что? Fancy dress competition in Mumbai. One girl like this. Ага, fancy dress. Сейчас будет конкурс, очень интересный, на лучшее блюдо. И наша подруга Ниха будет в этом конкурсе участвовать. Ну что, пока тогда. Hi. Today you come 11 o'clock. I wait. Ну постараюсь, если не засну. Если не засну, то придем играть, танцевать в 11 часов вечера, с 11 до 12, точнее с 10 до 12 часов ночи. Срок годности прошел у этих напитков, и вот посмотрите, что с ними делают сейчас. Сколько много желающих. This two drink. They उधर जिधर नहीं मिल रहा उसको फेंक. Они уже умеют, вы видите, они умеют открывать бутылочки. Даже мне иногда сложно. А у обезьян лапки накачанные, хотела сказать, руки накачанные, лапки накачанные. И у них это хорошо получается. Ого! Ого, какой отчаянный парень. Такая неприятность, целый день светило солнце, а тут дождь пошел как ни кстати. Это мероприятие должно было проходить под открытым небом на улице. Все уже разложились, но я надеюсь, мы, получается, немножечко опоздали, они уже разложились, уже говорят, будет цвет, да будет цвет. Темно, ну, знаете, для съема как бы не очень красиво. Вот видите, сколько... А где Ниха? Ниху найдите. Вот я уже вижу, вот эта вот женщина под зонтом побежала. Она тоже будет участвовать в этом конкурсе. Это Арчена Мисс. Артур, расскажи, кто такая Арчена Мисс? Моя тушеная. Да, она преподает Артуру дополнительные занятия. Артур каждый день к ней ходит, а сегодня она написала сообщение, мол, не приходите. Занятия отменяются, потому что она тоже участвует в этом конкурсе. Хочет получить приз. Вот, конкурсантки. Я думаю, как вы уже давно поняли, в Индии существует культ еды, и поэтому женщины здесь в этом плане пытаются друг перед дружкой преуспеть, показать класс, показать, что она, именно она, лучшая хозяйка. И даже если они не выиграют главный приз, все равно участие. От участия они тоже получат огромное удовольствие. Так, знакомые лица. Хай. Это мама Вайбао, Артуркиного друга-одноклассника. Это Йогита и Ниха. Привет, привет, я за тебя болею. Вот сейчас подготавливают блюдо. Нужно не просто вкусно приготовить, но и красиво подать. В прошлом году был тоже этот фестиваль, этот конкурс. Но в прошлом году можно было все что угодно приготовить. Любые блюда, и закуски, и десерты. А в этом году специально только ладу. Ладу – это такая вот индийская сладость, очень популярная. Считается полезной, но действительно полезная, так как многие из этих сладостей готовятся из нутовой муки, гороховой муки, с добавлением сухофруктов, изюма. В принципе, достаточно полезная. И также туда добавляется масло гхи, топленое масло. Поэтому вот считается, что кто может себе позволить такие сладости, те люди живут в достатке, имеют... Да здравствуйте, давайте я вам покажу, пока все готовятся. Я так поняла, что они уже... хай! Помните, Никита? Так, вот я даже не знаю. Сейчас я вам кое-что расскажу. Я могла участвовать в жюри.
У меня была такая возможность, мне предлагали. Но я отказалась. И сейчас объясню почему. Ого, very big. Разные формы. Это специально Неха так приготовила, чтобы красиво смотрелось на тарелочке. Так, здесь пока что держит в секрете Гаври. Гаври — это мама Вайбао. Вообще, вот посмотрите, сумкой закрыла, чтобы раньше времени не увидеть. А, может быть, чтобы не подсмотрели, а то кто-то еще возьмет ее идею и тоже так же украсит. Но я что все равно снимаю для видео, так что мне можно. О. А, красиво! О, very nice. Посмотрите, как она из помидорчика вырезала лебедей. Сейчас я вот так вот камеру направлю. И вот такие вот красивые розочки из огурцов. Думал, что это сердечко. А, ну, а может и сердечко. Не, мне кажется, что это лебеди. Сван. Сван говорит, нет, это лебеди. Так, ну, я вам попозже расскажу. Сейчас просто столько всего интересного хочется показать. Почему же я отказалась участвовать в жюри. Да, еще и музыка будет. Ну, жалко, конечно, что не на улице. Видите, здесь строится отель. Ну, как бы так все не очень красиво. Но все равно. Молодцы, что, как вы, имеют план «Б». Несмотря на то, что пошел дождь, сразу сориентировались и нашли место, где можно провести праздник. Ну, say in Hindi, say in Hindi. Ты понял? Но что ты носишь? Сережка, я не ношу, сережка в нос. Golden? Golden? Золотая сережка в нос, это первый приз. Серебряная. О, хай. Это тоже, это бабушка Артуркиной одноклассницы, Труша. Труша лучшая ученица в их классе. Оказывается, вот этот вот декор она не сама делала, а ее муж. Я вам рассказывала, что папа Вайбао работает на корабле, и он там научился. Хотя он там портным работает, но я не знаю, видимо, свободное время проводит на кухне и научился, как вырезать вот такие вот красивые фигуры. Я громко говорю, потому что здесь очень громко. Если что, убавляйте звук, потому что, ну, реально я себя не слышу. Ладно, давайте пройдемся, а то я все кручусь возле своих знакомых. Вот этих женщин, ну, я как в лицо, конечно, знаю, но на видео не показывала. Но все равно я считаю, что они достойны того, чтобы вы увидели их красоту. Ладу, видите, сами ладу, в принципе, все выглядят практически одинаково, такие вот шарики, как наши пирожная картошка напоминают. Помните пирожная картошка? Я очень любила в детстве. Значит, мы больше как обращаем внимание на декор, на оформление, на подачу. И вот вы смотрите, тоже отдавайте свои голоса, вот тоже довольно-таки оригинально, необычно, ни у кого такого я не видела. Ну-ка, о, здесь тоже. Везде, да, везде каждая женщина проявила смекалку. Что-то придумала. Вот это, видите, упала. Но я не буду, может, так задумано. Ладно, трогать не буду. Вот еще девчонки. Вот, их, может быть, вы видели. В прошлом году я показывала. Так, this yours, да? О, найс. Говорит, вот это мое. Ну да, бросается в глаза. Вот тут каждый пронумерован, 22 номер. Видите, у нее 22 номер. У своего какого там ученика, у нее сын ученик, вот там виднеется ручка.
А, говорит, это она вырвала с тетрадки своего сына, который, ну, короче, из учебной тетрадки вырвала листок. Как-то почему я не обратила внимания? Это Артур сейчас шел, говорит, мама, с ним ты вот это вот снимала на видео? Тут целую сценку придумали, видите, как будто бы вот индианочка готовит ладу на костре. Дровишки там, ну, вообще, да, целая история. Кстати, Ниха для приготовления своих ладу использовала орешки кешью, которые мы ей привезли из Гоа. Так что я вам уже говорила, что индийцы, они такие гурманы, и они сразу поймут, что это самые вкусные орешки высшего сорта. Никто из присутствующих не использовал сегодня такие вот прямо из Гоа. Пожелаем ей удачи, пусть она получит первый приз, золотую сережку в нос. Где мой сын? Where is Arthur? Where is Arthur? Arthur with Vaibhav. He went his house. Play with. Артур побежал к Вайбау, к своему однокласснику домой. Ну, он тут рядом, поблизости живет. Ну что, Вайбау, how is mama's ладу? Tasty? Very nice. Best? Best ладу. So what do you think? Which prize she will get? First prize. First prize. Окей, хорошо. Вот Труша, лучшая ученица в классе. Ее бабушка принимает участие в конкурсе сегодня. Здесь сейчас награждают спонсоров этого мероприятия. Обычно на это уходит больше всего времени, поэтому я пока выйду. Пора водичку купил сейчас и расскажу вам, почему я отказалась быть членом жюри. У меня уже был опыт, я снимала видео о том, как я оценивала детей в школе. И это такая большая ответственность, я тогда очень сильно перенервничала, но и для себя поняла, что больше я не буду участвовать в подобных мероприятиях. Вот поставьте себя на мое место. Ниха моя подруга, и уверена я, что она бы от меня ждала высших оценок. И вот, допустим, мне бы не понравилось, да, вот я сейчас посмотрела, оценила, вот, возможно, даже вот как подача мне у других женщин больше понравилась, ну, честно, вот так вот объективно. Но там на вкус я еще не пробовала, не знаю. Или наоборот, мне бы, допустим, бы очень понравился вкус, как приготовила Ниха ладу, и я бы ей поставила высший балл. Но другие бы решили, ага, она поставила ей высший балл, потому что она ее подружка. В общем, и в любом случае я бы оказалась бы в каком-то таком центре внимания, очень неприятных обсуждений. И, как вы видите, у меня кроме Нихи тоже есть, ну, тут среди этих женщин, ну, не то чтобы подружки, приятельницы, и, возможно, они бы обиделись, допустим, Никита, мне кажется, что она тоже меня считает как своей подругой. Поэтому я решила, что лучше не надо, лучше буду только снимать видео и пробу. Итак, сейчас самый важный момент, посмотрите, вот члены жюри, они ходят, подходят к каждому столику и снимают пробу, записывают свои ощущения вот сюда на листик. Да, вот представьте, насколько это сложно, вот они баллы пишут. Но это очень сложно, реально, да, вот как можно это все оценить. Тем более в самом начале ты еще не знаешь, какие будут на вкус следующие, то есть какое там отдать. Да, попробуй запомнить, да, если вот, чтобы потом переписать свое мнение. Ну, то есть, как бы, да, все относительно. Посмотрите, Егита сидит, нервничает. Are you worried? Кому уже достанется первый приз. Ну и вообще вот попробуй, да, попробуй все вот это вот, попробуй все, попробуй. Вкус смешается. Давайте еще вот по красоте. Знаете, я, наверное, отдала бы первый приз за оригинальность вот этому варианту. Мне кажется, настолько оригинально придумано, да, вот показана культура, как женщина на костре готовит. Так, извините, идите, проходите. Это мое мнение. Так, это Ягита, да. Вот я попробовала ладу Ягиты. Вкусно, знаете, такой, ну вообще, в принципе, у всех ладу вкус
немножко горьковатые из-за муки. Горьковато-сладкие. Но вкусно. И надо сейчас сравнить с ладу, которую приготовила Ниха. Ниха. Так, сейчас буду пробовать. Say not say. Don't make anything. थोडा आवाज कमी कर मोऱ्या थोडा आवाज कमी कर No? Я специально вышла, чтобы сказать, потому что очень там громко, но я думаю, что вы по лицу моему поняли, что Ниха действительно очень вкусно приготовила. Она положила много орехов, причем разных, много изюма, а муки мало, поэтому вкус классный. Кстати, пишите в комментариях, кто хочет, чтобы Ниха провела мастер-класс и пригласила нас к себе домой, приготовила это блюдо для вас на видео. Пишите в комментариях и ставьте лайки, кто за. Я не могу, какие они молодцы, слушайте. Вот это вот Арчена Мисс, Артуркина учительница, посмотрите, вот как она приготовила и разложила все ингредиенты. Разложила и подписала. Тоже я считаю, что очень оригинально она сделала. Вот так вот завернула листочки. Вот, ну и, кстати, вот обратите внимание на ингредиенты. Я не могу сейчас все читать и... А, еще и витамин, ВИЧ-витамины. Молодец. То есть вы видите, она как бы описала ингредиенты и пользу, какую они, эти ингредиенты, приносят. Видимо, уже где-то попадали листики. Ну, в общем, сейчас я попробую еще. Вот женщины, члены жюри действительно пробуют, причем я заметила иногда прям даже, вот как не распробовала, она потом еще возьмет кусочек, попробует, подумает, постоит, посоветуется со своими коллегами. Ну так, знаете, ответственно оценивают. Здесь еще, вот видите, это на Марате написан рецепт возле каждого столика. Все уже, видите, здесь практически разобрали, потому что они с виду были очень аппетитными. Там много разных орехов, даже тыквенные семечки, ну очень-очень много всего. Но вы знаете, на вкус я попробовала, мне, допустим, то, что Ниха сделала, больше нравится. Ниха молодец. Я сейчас попробовала. С виду так вроде ничего особенного, но на вкус превосходный, знаете, ничего лишнего. Говорит, она не добавила ни грамма сахара. Это полезное. Так, ну давайте подводить итоги. В первую очередь хочу от себя поблагодарить организаторов, спонсоров. Спасибо им большое за этот праздник. Ну и, конечно же, наших женщин, женщин Матерана. Я ими восхищаюсь. Действительно, они молодцы. Видно, что они готовились к этому мероприятию. Хотя это на самом деле нелегко. Вот на минуточку представьте, мы живем в деревне, вдали от цивилизации. У многих из этих женщин дома нет вообще никакой современной бытовой техники. Они с утра до вечера готовят, убирают. Например, у мамы Миши и Вигнеша, которая тоже принимала участие в этом конкурсе, нет стиральной машинки. Она каждое утро стирает на всех. Например, Ниха каждый день готовит на огромную семью завтрак, обед и ужин. И всегда это свежее. И все равно, тем не менее, они нашли время, а главное, желание, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. И я стараюсь на своем канале показывать и другие мероприятия, которые
которые здесь происходят довольно-таки часто, примерно раз в месяц. Ну как, по возможности я вам всегда показываю. То есть, чтобы вы понимали, это достаточно часто, но и каждый раз вот я вижу наших женщин, которые с удовольствием принимают участие во всем этом. Так, еще хочу дополнить по поводу танца данди, танца, который в самом начале нам продемонстрировал Байвин. Почему вся молодежь нашего Матерана каждый вечер поздно собираются, чтобы потанцевать. Казалось бы, да, такой несовременный танец, можно даже сказать детский, но они с нетерпением ждут вот этих вот дней, этих 9 дней Дасары, чтобы принять в нем участие. Так вот, все мы когда-то были молодыми, все мы любили потанцевать. Вот я помню, когда мне было лет 15, у нас в городе, в Харькове, было полно различных кафе, дискотек, куда можно было совершенно бесплатно прийти по выходным, а может быть даже иногда и в будние дни прийти потанцевать. Я помню, когда отдыхала летом в деревне у бабушки, там тоже, хоть это и деревня, но был клуб, который открывался тоже по выходным, и туда все съезжались, чтобы потанцевать. А вот в Индии такого раздолья нет. В Индии только в больших городах есть закрытые специализированные клубы. Ну и в эти клубы, конечно, ходит в основном, как говорится, золотая молодежь. А вот обычным ребятам негде особо и потанцевать. Поэтому, собственно, все так и любят вот эти вот дни праздничные. А как вы знаете, индийцы вообще в принципе потанцевать очень любят. Вот. Ну и что мне особенно нравится, это я сейчас говорю как мать подрастающего ребенка. Так вот, мне нравится, что на вот этих вот индийских дискотеках не присутствует алкоголь, ну тем более там запрещенные вещества. Все мирно, тихо, никаких драк. Ребята действительно приходят для того, чтобы потанцевать, пообщаться, посмеяться, повеселиться, познакомиться, возможно, влюбиться, но тем не менее, все чинно и благородно. Вот. Ну и теперь, что же касается победителя. Кто же победил в конкурсе? Так вот, победители известны. Кто получил 3 призовых места? Я вам не скажу. Да, друзья, я знаю, что по закону жанра в конце я должна была объявить победителей, но не получается. Я попросила Парама, чтобы он узнал у мужчины, который в курсе, но тот наотрез отказался разглашать эту информацию. Сказал, что вы все узнаете чуть позже это через 5 дней, это будет торжественное, опять же, мероприятие, будут вручать призы, и, говорит, раньше нет, говорит, ты разболтаешь. Ну, хотя Парам объяснил, что это жена для Ютуба и все такое. Нет, ни на какие уговоры он не согласился. Вот, друзья, ну, значит, подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить эту новость. А на сегодня все. Пишите в комментариях, на какую тему еще вам снять видео, о чем вы хотите поговорить. Всем спасибо огромное за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Давай я покажу на следующее видео, что какая будет песня. Подсказка. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.